Ребята, привет! Сегодня я вам расскажу, как приготовить из замороженных продуктов потрясающее блюдо. Сегодня мы будем готовить гребешок с соусом из молодого горошка и шпината. Давайте посмотрим, какие ингредиенты нам понадобятся. В этом рецепте мы используем только замороженные продукты. И один из главных секретов – это правильная разморозка. Разморозьте овощи при комнатной температуре, оставив их в порционных мисочках на несколько часов. В свою очередь гребешок положите в миску, залейте холодной водой и добавьте немного молока. И также оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Наши продукты размороженные, мы можем приступить к приготовлению нашего блюда. Вот гребешки, они сохранили потрясающую текстуру и аромат. Сливаем молочную воду из-под гребешков в емкость и не выбрасываем ее, она нам пригодится позже. Выкладываем наши гребешки на бумажные полотенца для того, чтобы убрать лишнюю жидкость. Далее нарезаем небольшую луковицу мелкими кубиками. У меня лук-шалот, но вы можете взять любой лук по вашему желанию. Теперь приступим к приготовлению соуса. В сотейнике разогрейте сливочное масло, масло с травами и оливковое. И добавьте в него наш лук. Обжариваем лук недолго, пару минут, до слегка золотистого цвета. Теперь добавим молодой горошек и шпинат, соль и перец по вкусу. Добавляем молочную воду, которая осталась у нас от гребешка, и варим 10 минут. Затем, используя погружной блендер, делаем однородное пюре. Всего пару минут, и наш соус готов. Теперь обжарим наши прекрасные гребешки. В сотейнике на сильном огне растопите сливочное масло, масло с травами и оливковое масло. Добавьте цедру лайма и хорошенько все перемешайте. Теперь выкладываем наши гребешки. Солить гребешки я рекомендую в самом конце. А сейчас мы можем добавить немного свежемолотого перца. Обжариваем гребешки недолго, всего пару минут с каждой стороны. Для придания особенного аромата за пару минут до готовности вы можете добавить крепкий алкоголь и поджечь его. В моем случае я использовала арманьяк. Когда пламя погаснет, ваше блюдо готово. И по традиции мои рекомендации по подбору вина. С этим блюдом будет идеально сочетаться полнотелое бургундское вино из города Бонн, Шоссейне Монраше. Также прекрасным сочетанием будет вино из региона Савоя. И вы можете попробовать с любимым вашим вариантом шампанских вин. Пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марияж. Вот так, легко и просто мы приготовили потрясающее блюдо из замороженных продуктов, которое не оставит равнодушным